Ты постоянно тревожишься? Молодец! Переживаешь и накручиваешь себя все сильнее? Вообще великолепно! Ищешь в интернетах тупые советы, как избавиться от тревожности? Да ты же моя умничка! В этом видео я хочу перевернуть твое представление о тревоге с ног на голову, потому что я вижу, насколько запачкали твой мозг советы типа «возьми себя в руки», «дыши», «просто расслабься» и так далее. И наполовину в твоем нынешнем состоянии именно эти умные советы из научпопа и виноваты. А на вторую половину виновато то, что тебе никто и никогда не рассказал о реальном положении вещей. Что такое тревога на самом деле и как ее правильно готовить. Тревога должна помогать тебе жить, а никак не наоборот. И уж тем более не нужно выжигать ее каленым железом. Вот представь, ты порезал себе палец. Ты испытываешь боль, видишь, как течет кровь. И что, для того, чтобы это прекратить, ты будешь отрезать себе руку? Будет больно, Дэн. Вот так и с тревогой. Она и есть правильная реакция организма на все что угодно. Потерю работы, тяжелый развод, ссору, неуверенность в себе и так далее. Знаешь, за что действительно нужно переживать? Когда ты тревогу не испытываешь или испытываешь недостаточно. Парадокс? Но что, если я скажу, что тревога – это не твоя внезапная поломка, а величайшее изобретение природы? Поехали разбираться. Давай превратим твою тревогу в твоего союзника. К концу этого видео ты поймешь 3 важные вещи. Сначала я объясню тебе, что на самом деле происходит в твоем мозгу, когда возникает тревога. И уверена, что тебя эта информация шокирует. Потом покажу мою авторскую технику работы с тревожными состояниями, которая помогает даже в самых острых моментах. И в самом конце дам чек-лист для самопроверки, чтобы ты мог понять, когда тревожность твой помощник, а когда все-таки лучше обратиться к специалисту. Ну и начну сразу с наглядного примера, на котором покажу тебе, как тревога может пойти на пользу. К этой истории мы еще будем периодически возвращаться на протяжении ролика. Не так давно ко мне обратилась женщина, назовем ее Екатерина. Ей 34 года, и она руководитель отдела в крупной компании. Женщина успешная, уверенная в себе, во всяком случае внешне. Но при этом каждое утро она просыпалась с ощущением какого-то комка в горле и мыслями «а вдруг что-то пойдет не так?». И на нашей первой встрече она говорила примерно следующее. «Я не понимаю, что со мной происходит. Вот вчера я полночи не могла заснуть, потому что думала, правильно ли я ответила на письмо коллеги. Позавчера 1,5 часа выбирала, что надеть на работу. Я прямо чувствую, что со мной явно что-то не так». Знакомо? Вот напиши в комментариях, если да. Вернемся к Екатерине. Самостоятельно она пробовала разные способы борьбы с тревогой. Ведь она, как и большинство людей, думала, что от нее нужно избавиться. Она читала статьи про методы избавления от беспокойства, скачивала приложения для медитации, записывала разные аффирмации. Но чем больше она боролась с тревожными мыслями, тем сильнее они становились. Чуть позже я расскажу, почему так происходит всегда и почему это путь в никуда. В общем, к моменту нашей встречи Екатерина была уже готова принимать препараты, лишь бы это прекратилось. И именно в этот момент я сказала ей то, что, в общем-то, начало менять ее жизнь. Я сказала: Екатерина, с вами все так, и у вас не повышенная тревожность. Она работает именно так, как должна. Вот давай разберем, что на самом деле происходило в мозгу Екатерины. И приготовься, то, что я тебе расскажу, перевернет твое понимание природы тревоги. Представь себе наших предков 100 тысяч лет назад. Они слышат шорох в кустах. Это может быть ветер, а может и саблезубый тигр. Вот у кого больше шансов выжить? У того, кто подумал: ой, да и ладно, ничего страшного. Или у того, кто мгновенно активировался и приготовился к опасности? Исследования в области эволюционной психологии показывают нам удивительную вещь. Тревога – это адаптивный механизм выживания, который спасал жизни миллионы лет. Те наши предки, кто мог предчувствовать опасность по малейшим признакам, выживали и передавали свои гены дальше, пока эти гены не дошли до нас. Именно поэтому сегодня в твоем мозгу и живет эта древняя система раннего предупреждения. В твоей голове есть структура размером с миндальный орех, которая так и называется – миндалина или амигдала.
И это твой персональный охранник, который работает круглосуточно. Когда он замечает потенциальную угрозу, реальную или воображаемую, он запускает целый каскад химических реакций. В твою кровь выбрасывается адреналин, сердце бьется быстрее, дыхание учащается, мышцы напрягаются, внимание максимально сосредотачивается. Это и называется реакцией «бей или беги», и она работает безупречно. Но вот что самое интересное, и это то, что даже меня продолжает удивлять. Наш мозг не различает реальную физическую угрозу и психологический стресс. То есть твоя амигдала реагирует на сообщение от начальника точно так же, как когда-то реагировала на рычание хищника. И знаешь, что еще? Современные исследования показывают, что люди с умеренной тревожностью часто показывают лучшие результаты в решении определенных задач, потому что они лучше замечают детали, они более осторожны в принятии решений, лучше подготавливаются к важным событиям и более эмпатичны к окружающим. То есть по факту тревога – это вполне естественное наше состояние и очень важная функция организма. Вопрос только в том, адаптивная она или дезадаптивная. Вот здесь вот есть тонкая грань, потому что адаптивная тревога – это твой союзник. Она помогает тебе мобилизовать свои ресурсы и сосредоточиться на важном, то есть подготовиться к вызовам. А вот дезадаптивная тревога – это когда система дает сбой, включаясь там, где реальной угрозы нет. Итак, как же начать понимать свою тревогу? Первый шаг – это перестать с ней воевать. Вот вместо вопроса «как избавиться от тревоги?» спроси себя, что моя тревога пытается мне сказать. Представь тревогу как заботливого, но не очень умного охранника. Он видит тень и кричит «опасность!», хотя это может быть просто кот. И твоя задача не уволить охранника, а научиться с ним общаться. А теперь давай разберем, какие способы взаимодействия с тревогой действительно эффективны по современным научным данным и позволяют снизить ее до комфортного тебе уровня. Метод первый. Назови тревогу. Когда почувствуешь тревогу, не убегай от нее, а остановись и скажи: «Сейчас я чувствую тревогу. Мое сердце бьется быстрее, дыхание учащается, я беспокоюсь о завтрашней презентации». Зачем нужна вот эта вся констатация? Но, грубо говоря, назови сущность ее истинным именем, и она будет тебе покорна. Или, как было в известном произведении, «Тень, знай свое место». Исследования показывают, что простое называние эмоций активирует префронтальную кору, то есть рациональную часть мозга, и снижает активность амигдалы. Метод второй. Техника под названием 5, 4, 3, 2, 1. Когда тревога тебя накрывает, включи свои органы чувств. Назови 5 вещей, которые ты видишь, 4, которые можешь потрогать, 3, которые слышишь, 2, которые чувствуешь по запаху и 1, которую можешь попробовать на вкус. Это переключает внимание с внутренних ощущений, в том числе и с ощущения тревоги, на внешний мир. Третий метод, и именно на нем основан мой ролик, как некоторые из вас уже могли догадаться. Это когнитивно-поведенческая терапия или КПТ. Исследования показывают, что КПТ помогает примерно в 70% случаев тревожных состояний. Суть этого метода в том, чтобы изменить не саму тревогу, а отношение к ней и модели своего поведения. Например, если ты боишься выступать публично, то классическое КПТ сначала предложит тебе проанализировать катастрофические мысли. Например, а что если я забуду слова? А что если надо мной будут смеяться? Затем нужно найти альтернативные, более реалистичные варианты. Например, даже если я что-то забуду, я могу посмотреть свои заметки. А большинство людей настроены ко мне доброжелательно, и я на самом деле это знаю. Четвертый метод – техники осознанности для снижения тревоги. Они показывают впечатляющие результаты в психологической помощи при беспокойстве. Их суть в том, чтобы не бороться с тревожными мыслями, а вот как будто бы наблюдать за ними со стороны. Когда у тебя начинается тревожный поток мыслей, ты не пытаешься его остановить. Вместо этого ты говоришь себе: «Интересно, моя тревога сейчас рассказывает мне историю про то, как все пойдет не так. Я вижу эту историю, но я не обязан в нее верить». Пятый метод.
EMDR-терапия, но она уже больше применяется именно при травматической тревожности. Это относительно новый метод, который особенно эффективен, если твои симптомы тревоги связаны с травматическими воспоминаниями. И этот метод терапии помогает переработать эмоциональные воспоминания так, чтобы они перестали вызывать именно острое беспокойство. Это отличный метод, очень эффективный. Я была бы рада, если бы ты мог его применять самостоятельно. Но здесь, к сожалению, лучше работать именно в паре с психологом. Только именно с профессиональным психологом, со специалистом по этому виду терапии, а не с разными шарлатанами, которых вы насмотрелись в интернетах. Но сегодня я хочу поделиться с тобой еще и своей авторской техникой, которую я разработала за годы своей практики. Я называю эту технику «Диалог с внутренним советником безопасности». И ты ее как раз можешь применить вот прямо здесь и прямо сейчас. Представь, что в твоей голове живет некий персонаж. Это твой личный консультант по безопасности. И у него самые благие намерения, потому что он искренне хочет тебя защитить. Но иногда он немного переоценивает риски. И вот как этот метод работает. Когда ты чувствуешь приближение тревожного состояния, не убегай от него, а вместо этого мысленно обратись к своему внутреннему советнику и скажи ему примерно следующее. «Привет. Я вижу, что ты беспокоишься. Спасибо, что ты заботишься обо мне. А теперь давай-ка расскажи, что именно тебя тревожит. И дальше задай ему конкретные вопросы. Что именно может пойти не так? Насколько вероятно то, чего ты боишься? 10, 50, 90%. Что самое худшее может произойти? А что самое лучшее? А что реалистичнее всего? Если это действительно случится, что я смогу с этим сделать? Вот попробуй этот метод прямо сейчас. Подумай о ситуации, которая вызывает у тебя повышенную тревожность, и проведи этот внутренний диалог со своим советником. Что будет происходить, когда ты попробуешь этот метод? Ты переводишь тревогу из эмоциональной плоскости в рациональную, при этом не отвергая ее, а признавая ее ценность. Так ты даешь своему мозгу возможность переключиться с режима «бей или беги» на режим «анализируй и планируй». Давай теперь я тебе покажу на примерах, как эти методы работают на практике. Например, при тревожности на работе. Вот, допустим, ты переживаешь перед важной презентацией. И обычная твоя мысль накануне какая? А вдруг я провалюсь? Но при включении диалога со своим внутренним советником мысль идет уже вот так. Что конкретно значит провалюсь? Что я забуду материал? Насколько это вообще вероятно, если я готовился 2 недели? Окей, даже если я что-то забуду, я всегда могу посмотреть в заметки. А что если презентация вообще пройдет хорошо? Так что реалистичнее всего? Что я провалюсь или что я немного поволнуюсь, но справлюсь? Второй пример. Это беспокойство за близкого человека, очень всем нам знакомо. У меня как-то была клиентка, которая раньше постоянно испытывала тревогу, когда ее муж задерживался с работы даже на 15 минут. И вот когда мы попробовали метод с советником, в ее голове стал происходить примерно такой диалог. Так, советник, ты боишься, что с ним что-то случилось. А сколько раз за последний год с ним действительно что-то случалось из-за 15-минутного опоздания? 0 раз, вот именно. А сколько раз он просто задерживался из-за работы? Много раз. Так что же реалистичнее-то? Ну и давайте снова вспомним Екатерину, про которую я рассказывала в начале видео. Где-то через 2 или, может быть, через 3 месяца работы с техникой вот этого вот диалога она рассказала мне примерно следующее. Теперь, когда начинается тревожность, я не пугаюсь. Я думаю, мой советник вышел на работу. Иногда он действительно замечает что-то важное, иногда он просто перестраховывается. Но теперь мы с ним уже работаем не против друг друга, а в тандеме. Итак, что ты можешь сделать прямо сейчас для управления своим тревожным состоянием? Какие конкретно шаги? Шаг 1. В следующий раз, когда почувствуешь признаки тревоги, не пытайся ее подавить. Вместо этого скажи: «Привет, тревога! Что ты хочешь мне сообщить?» Проведи диалог с внутренним советником. Шаг 2. В течение недели начни вести дневник тревожности. Это может показаться тебе банальным, но смотри. Записывай в него, когда тревога возникает,
что ее запускает, какие мысли ее сопровождают, что при этом происходит в своем теле. И через неделю ты увидишь важные закономерности, которые тебе помогут управлять своим состоянием. Шаг третий. Долгосрочная стратегия. Помни, что некоторая доза тревоги полезна, потому что люди с умеренной тревожностью лучше планируют будущее, внимательнее к деталям, эмпатичнее к окружающим. И это, кстати, научно доказанный факт. Ну и обещанный чек-лист, как понять, что тревожность – норма, а когда все-таки нужна помощь специалиста. Итак, тревога – твой помощник, если она возникает в конкретных ситуациях, если она помогает тебе подготовиться или принять меры предосторожности, если после решения проблемы она проходит, и если она не мешает тебе спать, есть и работать. И пора все-таки обратиться к специалисту, если тревожность постоянная, без видимых причин. Ты избегаешь важных ситуаций из-за своего беспокойства, у тебя страдает сон, аппетит и отношения, и у тебя появились панические атаки. Кстати, снова про Екатерину. Где-то еще через 4 месяца она написала мне примерно следующее. Я поняла, что моя тревога – это часть меня, которая на самом деле очень обо мне заботится. Теперь я ее слушаю, но не слепо следую каждому ее сигналу. Я стала спокойнее, но не беззаботней. И, кстати, Екатерина потом даже получила небольшое повышение, потому что оказалось-то, что ее осторожность и внимательность к деталям очень ценятся на работе. Что тебе нужно запомнить? Твоя тревожность говорит с тобой на древнем языке выживания в современном мире. Твоя задача не заглушить этот голос, а научиться его понимать. Стать переводчиком между твоим древним мозгом и современной реальностью. Быть живым значит чувствовать, а тревога – одно из самых живых и человечных наших чувств. Не воюй с ней, а подружись. Попробуй технику диалога с внутренним советником и напиши в комментариях, что у тебя получилось.